Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками. Евгений Копатько на связи прямо сейчас. Евгений Эдуардович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр, и здравствуйте, кто нас слушает и смотрит. Тяжелейший удар был по Киеву опять, да, и он какой-то вообще выглядел особенным, этот удар. Во-первых, все как-то удивляются и переглядываются, а что с ПВО? А где ПВО? А нет его. То есть есть видеоснимки как летит там какой-то Патриот захудалый. То есть фактически баллистику сбивать нечем, ничего не сбили из того, что летит баллистического по столице Украины. Ну и, соответственно, кто виноват? Партнеры не дают, так сказать, в должном объеме, да и вообще ничего не дают. Ну и, конечно, прилет по Вишневому всех шокировал, потому что детонация повторная, 5 улиц поражены, 500 человек эвакуированы, и вроде как зенитно-управляемые ракеты взрывались, а тогда возникает здравый вопрос, а что это за ракеты такие, а почему они не в воздухе не сбивают атаку, не отражают, а где-то лежат на складах, а если нет, забросили версию, что с объединенным ураном, снаряды, да, то есть непонятно, много чего непонятно. Зеленский же выходит и традиционно это использует в пиар-составляющей, мол, саммит НАТО, воюет Путин с жилыми домами, потому что там семья погибла, 12 человек, это на момент нашего с вами разговора, погибших в Киеве, завтра траур, и вот такой фон у нас перед саммитом НАТО. Я хочу, чтобы мы этот удар сегодняшний с вами попробовали вплести в гораздо больший масштаб происходящего. Гораздо больший. То есть к пониманию вообще, а куда идет война. Пораженные заправки, логистика, и Киев как такой хаб логистический, он не просто под ударом, под угрозой, а он прям уничтожается. Соответственно, этот логистический хаб в случае продолжения войны надо переносить на Запад. А какие планы и стратегические тогда задачи будут ставить одна и другая сторона в момент вот этого продолжения? Как вы расценили то, что произошло прошлой ночью? Ну, давайте так, это же цепь событий, которые непрерывно сейчас идут. И с момента уже позапрошлого, это прошло 4 дня, да, удара по Киеву. Давайте так, Александр, я не думаю, что там вопрос переноса столицы там, и управления там, на Западную Украину может быть рассматриваться сейчас. Я вижу это как прямые последствия эскалации конфликта. То есть, если давайте по пунктам и коротко, потому что вопросов вы задали много. Первое. Мы налицо эскалация конфликта. И тем более, что этот конфликт, по большому счету, вернее, эскалацию, предложил сам Зеленский. Сказал, что у нас появились такие возможности. Давайте так, да, без Соединенных Штатов. Вот. Считайте, что очень близко к тексту, но абсолютно точно по смыслу. Что у нас есть возможности, которые достают до любого региона России. И мы это будем делать так постоянно, и мы активизируем, и мы будем там наши дальнобойные санкции будут заставлять Россию прийти к миру. Но, как вы понимаете, это будет иметь только обратный эффект. Об этом говорят на Западе. С русскими так разговаривать нельзя. Это говорят западные партнеры. Тем более мы с вами договорились на наших там эфирах, мы цитируем в основном западные украинские источники, потому что российские источники могут рассматриваться как пропаганда с какой-то точки зрения. Но это я иронизирую, но с другой стороны, иногда более объективная информация. Ну, не то, что иногда. Мы смотрим с разных сторон и видим, собственно, по результатам, где информация наиболее объективно идет или как к ним отражает суть текущих событий. Следующий пункт. Значит, это показало... во-первых, мы сводки тоже с вами посмотрели. Искандеры-то сбили вроде все. Там 326 беспилотников, только 18 или 20 с чем-то дошли до цели. То есть, если говорить о том, что пишет украинская история, в этом случае, что практически все сбито. Но, как вы правильно сказали, ситуация в Вишневом, в других районах Киева и в других районах Украины как раз говорит об обратном. Я полагаю, что на сегодняшний день ресурсы и возможности от заявленных Украины о том, что России, конечно, наносится ущерб, это безусловно, но ответная реакция будет еще более жесткая. Но это очевидно, и Зеленский, собственно, должен это понимать. И по ему на Западе об этом говорят, что получается такие действия, там, дальнобойные санкции, они приведут к обратному эффекту. И этот эффект тоже будет на Украине иметь накопительный характер. Вот если там у России есть вопросы, очень серьезные проблемы, связанные с топливом, то, о чем украинская сторона говорила, о чем говорят в России,
то на Украине, я думаю, что это отложенное действие, если вы хотите следующий шаг, отложенное действие, ну, может быть, с лагом на неделю, может быть, дней на 10. Последствия будут такие же, может быть, просто под другим ключом. Это следующий пункт. Дальше, перед саммитом НАТО о том, что не хватает дальнобойных ракет, но также мы до конца даже, на мой взгляд, недооцениваем кризис, который сложился между, и складывается, и продолжает развиваться между Украиной и Польшей. Но об этом мы поговорим позже, если не возражаете. А так я хочу сказать, перед саммитом в НАТО, как минимум, позиция 4 стран, а это Вышеградская четверка, сейчас, если так посмотреть, она абсолютно не комплементарна сейчас Украине. И тем более болгары еще прибавляются сюда. Еще раз говорю, я не строю иллюзий по поводу НАТО и России. Но по поводу стран НАТО, которые близко находятся к Украине, здесь происходят, на мой взгляд, серьезные изменения, которые будут иметь далекие последствия, более глубокие последствия для Украины в том числе. И если говорить о эскалации боевых действий, то параллельно, вы же понимаете, тут мы с вами тоже обсуждаем, идет другая информационная повестка, так как бы впрыскивается, что вот проходятся социологические исследования, где по-прежнему более 60% респондентов выступает за мирное решение вопроса. Итак, Александр, резюмируя несколько ваших вопросов вместе взятых. Первое. Вот удар сегодняшний по Киеву, это как бы характеризует эскалацию конфликта. То есть в отношении России происходит эскалация, и со стороны России тоже происходит эскалация. Это первое. Переговоры мирные, они не то что на паузе, они, собственно, происходит откат. И, наверное, если новый раунд переговоров, новый трек, как принято говорить сейчас, будет, то он уже будет на других условиях. Базовый посыл, к которому я тоже хочу отослать, что у России сейчас проблемы перед выборами, что, как Зеленский сказал, прямая цитата, выборы не у нас, а выборы в России. Это можно двояко вообще-то смотреть. Правильно, выборы в России, но не на Украине. Это не в пользу выражения на самом деле украинской власти. То есть, если хотят шатнуть ситуацию, базовая задача, когда мы говорим о дальнобойных санкциях, о чем говорит украинская власть, что они должны дестабилизировать ситуацию в России. Ну, здесь как бы можно по-разному смотреть на эту историю. Поэтому я думаю, что вот этот замысел, который был предложен, и который вроде как бы реализовывался недели 2-3 назад, получает, имеет обратный эффект. И на Западе понимают, что риски, связанные с устойчивостью украинского режима, это хорошо было, поднялись рейтинги Зеленского. Это опять-таки мы говорим про пропагандистскую историю. Если посмотреть социологические исследования, то достижимость результата 8-10%. То есть, понимаете, это уже даже не меньшинство, это полное меньшинство, которое попадает под опрос. Это не значит, что их нужно игнорировать, эти опросы. Все равно там Айрай, другие компании, они проводят исследования на постоянной основе, их нужно принимать во внимание. Но если взять, по факту остается непонятным, по-прежнему, подчеркиваю, в задавленном населении, абсолютно диктаторской форме правления на Украине, с абсолютно вертикальной властью, которая не предусматривает никакой другой формы правления. И даже смягчение каких-то санкций, действий внутри страны относительно, не говорю даже оппонентов, а, скажем, соратников потенциальных, чтобы вернуться к политической жизни, возможности на сегодняшний день не имеется никакой. Но об этом тоже, если захотите, переговорим позже. Итак, возвращаясь к этой истории. Эскалация конфликта, она имеет две стороны. То есть не только в России будут проблемы, как говорит украинская власть, но и обратно прилетит обязательно. На Западе понимают, что вот эти бравурные заявления, они, скажем, имеют под собой, наверное, не очень четкую, не очень объективную основу, вот так давайте скажем. И опять-таки разговор Трампа с Путиным, Трампа с Зеленским, вернее, Трампа с Зеленским, Трампа с Путиным, как раз говорит о том, что, скажем, опять мы подходим к некой критической точке, в которую американцы будут опять пытаться вмешиваться каким-то образом. Александр, я вам скажу так, что американцы точно не посредники в этой истории. А вот заявление, касающееся того, что американцы помогают планировать удары по нефтяной промышленности России, или газодобывающей, или перерабатывающей, то это, не знаю, какие заявления, какие действия, ответные шаги будут со стороны российской власти. То есть это пока вынесем вопрос за скобки. Потому что, на мой взгляд, если в прошлый раз Трамп согласился и сказал, что да, у Украины появились козыря, и мы с вами это обсуждали, и показывали эти карикатуры, что у Зеленского полно VR-карт, то сейчас я думаю, что не такая лучезарная картина получается. Но ключевой фактор заключается в том, на мой взгляд, что
принципе, у украинской власти опять не будет хватать ресурсов на объяснение вот тех последствий, вернее, шагов, которые предпринимает по эскалации конфликта украинской власти, потому что она не может защитить свое население. Это очевидно. Ну, И смотрите, здесь задача, тут же какая история? Ведь мы попадаем в эту когнитивную ловушку. Мы говорим защитить свое население, ну вот, да, а они же защищают не население, они защищают Европу. Ну, вот так это продается извне. И вот вы несколько раз повторили вот это слово «ресурсы». Да? Ресурсы, ресурсы. Ну, окей. Тут же какая ключевая интрига всего этого? Да, там Трамп поговорил с Зеленским, Трамп поговорил с Путиным, и ожидается, сейчас уже там об этом все пишут, что вот чиновники некие, что в Анкару все-таки прибывает Зеленский. Рютте еще неделю назад говорил, не будет его там. Ну, чтобы не злить никого, да, а он там будет, у него будет встреча с Трампом, а после этой встречи будет контакт Трампа с Путиным. То есть они, видимо, перед что-то обсудили, ну, понятно, день рождения Америки, все дела, то есть, понятно, повод хороший пообщаться, да, Зеленский говорит, что будет встреча, вот все такое. Но тут же очень важно, вот вы говорите, американцы вмешаться. Американцы могут вмешаться ну, это логично, да, по их манере, в период какого-то объективного ада, катарсис называют, или какого-нибудь там. Вот то, что происходит сейчас, это уже, оно и есть. С украинской стороны вовсю обсуждается, все бегут из Крыма, сейчас высадим десант. Вчера, кстати, да, или нет, сегодня, да, у нас сегодня получается 6 июля, и вроде как 6 июля должен высадиться десант был. Прям запустили эту волну, я немножко так, как бы тоже так опешил. Ну, понятно, разогревают, да, вот сейчас высадим десант, сейчас вот это вот будет, Крым, беги, удар по мосту, вот это все. Но то, что там, что делает Россия, да, они уничтожают как бы достаточно, ну, инфраструктурно большую территорию. По Одессе прилетело точно так же, достаточно мощно. Там, понятно, Николаев, Запорожье и Днепр уже даже, знаете, как-то так вот уже глаз не цепляется в сводках, как бы это страшно не звучало. Все, конечно, носятся вокруг этого удара по Киеву, там автозаводская Кирилловская промзона разбита просто, перелопачена после этого удара. В Подольском районе этот дом, да, понятно, что примерно те, кто помнит еще, как там в Киеве, да, имеется в виду улицы, те, кто не заблудился в новых названиях, он примерно понимает эту логистику. Удар пришелся. Да, попали, погибли мирные, завтра траур, соболезнования всем, но это не война, все-таки, как пропагандистски называют ее Зеленский, с многоэтажками, да, и заправками, потому что, ну, это немножко другая, это становится другой войной. И вот в этот момент входят американцы, они должны именно в этот момент войти. Ключевая задача, возвращаюсь к сути вопроса, ресурсы, 70 миллиардов на этот год, 70 миллиардов на следующий. Вот это то, что должно решаться. И вот как это решится и куда карта как бы ляжет, одна из последних, насколько я понимаю. По логике вещей, как развиваются события, допустим, если посмотреть объективно, без вот этого страдания там, по ужасам войны, объективно. То есть Зеленскому нужны деньги, ресурсы и пауза. То есть вот эту паузу должна обеспечить Америка. После духа Анкориджа это обеспечить сложно. Он получает финансирование, паузу, накапливаются ресурсы, и тогда вот поехали заново. Это понимают в Кремле, поэтому не останавливаются, отбрыкиваются от этой паузы, хотя говорят, что мы готовы договариваться и окончательно решать вопрос. Главный вопрос, это суть этого духа Анкориджа, который выветрился, да? Будет ли дух Анкориджа 2, или давайте назовем дух Анкары, потому что четко мы понимаем, что на этой неделе должно решиться, что будут делать американцы. Дальше заискивать, надувать, не знаю, обыгрывать и выторговывать время для того, чтобы залезать раны. А раны существенные. Кто говорит, что Украина не получает ударов, это ребята. То есть, это существенные удары. И пора это признать. Да, надо признать, что по России существенно нанесли удары, кризис топливный, все дела, то есть Крым, дороги, логистика. Но Украина тоже как бы страдает и очень серьезно, и поэтому нужна эта пауза. Как вы думаете, на какой позиции американцы будут выходить вот к этому новому Анкориджу?
Ну, знаете, там душок Стамбула в этом плане уже полностью развеялся, потому что это как раз был действительно исторический шанс в свое время остановить войну на самом начале, в самом начале. И уже там, если убрать вот эти вот такие, знаете, заявления о том, что если было плюс сослагательное, могу сказать, что американцы участники конфликта. Об этом сказал и госсекретарь Рубио, об этом сказали и американцы сейчас, и о том, что они помогают Украине сейчас старлинки, разведданные, никуда это не делось. Они сторона конфликта. То есть посредниками не быть не могут. Если это примет российское руководство и будет в своих действиях именно такую позицию отставить, то думаю, что, наверное, диалог будет немножко другой, как с Соединенных Штатов с Ираном. Это уже другая будет история. Для меня до сих пор непонятно, почему это до сих пор не происходит, но есть вещи, вопросы, на которые я не могу себе дать ответы. Теперь вопрос, касающийся того, что о серьезности намерений. То есть, во-первых, Зеленский сам себе поставил ловушку о 40-дневных дальнобойных санкциях. Да? Но я уже какой раз повторяю, потому что это очень хорошо распиарили, и вы, Александр, абсолютно правы. Сюда добавляется высадка десанта в Крыму, отсюда добавляется там удар по сухопутному коридору в Крым и Ну так вот далее. сегодня блэкаут в Крыму. Обещают там до конца дня свет наладить, но тем не менее. Вот мы зафиксировали, ага, блэкаут в Крыму. Он же должен, по идее, обернуться очередной волной блэкаутов по регионам Украины, ну если так брать симметрично. Но если взять сейчас в НАТО или в НАТО, как там принято говорить, что следующий удар по Украине будет не как это, недолго ожидать его. Поэтому я думаю, что вопрос о том, что будет в Крыму, остается открытым по-прежнему. Потому что я утренние сводки смотрел, там ситуация действительно довольно сложная сейчас. Но есть один момент, что частично уже вроде, но это опять-таки с отсылкой на официальные источники, в конце концов, везде мы тоже должны на них акцентировать внимание. Ну, эту задачу, я думаю, будут решать, потому что есть другие моменты. Это решение топливного кризиса в Крыму, и здесь, очевидно, эту задачу украинская власть, вернее, российская власть будет пытаться решить. А украинские, скажем, те руководители, кто эту тему разгоняет, я думаю, что будут готовиться к другим последствиям. Поэтому, Александр, на мой взгляд, вот, это действительно ответ будет, это эскалация конфликта. Никаких переговорных процессов не будет, а если они будут, то для Украины более жесткие. И поэтому в этом случае, если у Зеленского появились аргументы, там, что мы все-таки решаем задачу, и наша задача смена власти, чтобы выборы у них, а не у нас, это, собственно, позиция Европы. Я на это акцентирую внимание. Не хотели посмотреть до сентября, скажем, как будет развиваться ситуация в России, то русские это без последствий не оставят. Просто нужно понимать. Здесь, может быть, мы и повторились, но еще раз говорю, это все имеет две стороны. Здесь я с вами абсолютно согласен, что здесь действия будут еще более жесткими, и Россия, очевидно, нельзя забывать визит Лукашенко в Россию и Китай, там какие-то тоже движения происходят. Для меня до конца непонятные тоже, но в принципе я думаю, что как-то с повестки сейчас сошла ситуация с Белоруссией, Так но он с другой вернул стороны, Лукашенко в повестку. да, да, Говорит, ну, провокации на границе с Украиной, да, беда, да. опять. Но имеется в виду, было затишье, сейчас, да, это то, что сегодняшние сводки, то, что Александр Григорьевич говорил, да. Но, с другой стороны, мы с вами видим и должны констатировать, что, еще раз говорю, это уже история, что Украина почувствовала, что у нас появились деньги, ресурсы, возможности, собственный ВПК. Россия как бы обозначает, что как бы, она с этим не согласна. А на Западе тоже поддержали эту медийную повестку, но медийная повестка, она тоже ресурс, но ограниченный, потому что вы правильно сказали, что можно говорить сколько угодно о домах, вот, и это действительно есть. Но если предприятия попадают под это, и детонация Вишневым, она разгоняется по всем украинским, зарубежным, каким хотите, ресурсам, и это как бы есть будут последствия. И последствия будут дальше усиливаться. Думаете, сами пропустили этот удар по Вишневому? Кто? Ну, сами пропустили удар по Ну, Вишневому. послушайте, еще, Специально? да, вы думаете? Ну, я Ну вас тогда спрашиваю, как вы думаете? нет, ну, конечно, ну, знаете, такие вещи, как вот из пропагандистской всей истории, ну, как специально, конечно, чтобы показать картинку перед саммитом, но это дичь дикая, на самом деле. Можно все что угодно привязать, там, любую проблему попытаться обратить в ресурс, но это не получается.
потому что ресурса из этого не будет. И я думаю, что сейчас все-таки маятник качнулся не в сторону Зеленского, потому что в какое-то время на повестке было, и это отмечали все и на Украине, что он там занял доминирующую, скажем, позицию, что он сейчас диктует условия, что все это было, и бравада, которая была, но она имеет свойство заканчиваться, потому что реальность, она вносит коррективы. И очевидно, на саммите в НАТО, в Анкаре, то, что вы правильно сказали, не должен был быть, а сейчас, собственно, очевидно, будет разговор о его возможностях и ресурсах, не только военных, не только финансовых, но в конце концов есть еще, давайте так, ресурс терпения, ресурс политических возможностей, ресурс, скажем, терпения населения как такового, потому что базовые вещи в любой момент могут быть вынесены. Смотрите, вот 3 пункта, которые я попытаюсь обозначить. Дело Миндича никуда не делось. Дело бусификации никуда не ушло ТЦК. Это проблема Украины. И на Зеленском это будет висеть дамокловым мечом всю его оставшуюся карьеру. Никуда. Он, да, пытается временно оккупировать, да, это уходит на периферию, но как только ухудшается ситуация в Киеве, в частности, это будет выноситься на повестку. И третий момент – это касательно политического процесса, о котором они сказали. То есть там Буданов, там вот это все, ну, понимаете, дичь дикая. Не он, Зеленский, будет решать. Пора понять простую вещь. Да, ему отдают возможность, да, мы с вами вынуждены обсуждать эту историю, но на самом деле позиция с 2014 года, цитируйте Нуланд, во все времена. Тот, кто платит деньги, тот и танцует эту всю историю. Там, с вариациями, с разными. И я думаю, Александр, что на сегодняшний день вот этот вопрос, почему они там какую-то ротацию, почему возможные выборы на осень были, когда Зеленский же сказал, вот у нас успехи на фронте, вот появились и выборы. А теперь можно обыгрывать как угодно. Но там политической жизни они будут устанавливать. И правила, по которым будут проходить выборы, назначение этого в парламенте будет. Как Ашару будут назначать его там в Лондоне, там, я не знаю, или где-то там в Варшаве, там, ну, кто его знает где. Вопрос этот все равно будет оставаться открытым. И у Зеленского позиция неустойчивая. Это нужно понять. Вот Хорошо. Это 3 пункта, на которых я хочу обратить внимание. Я хотел бы еще пару минут уделить, с вашего позволения, Константиновке как фактору. Потому что то, что мы наблюдали последние дни, это вот прям, это чудеса. Это вот, знаете, вот я думаю, что у меня сегодня, извините, такое очень стратегическое и рационализаторское настроение. Да? Я могу там, и мы можем с вами, да, там, обкладывать неприличными и непристойными словами там попытки одной стороны, второй стороны, вот это все выдать. Но мы с вами этого не делаем. Смотрите, хочется, потому что взвинтили очень интересно. Но я думаю, что спустя там какое-то время вот эта история, как и ровно похожая история с фортецами, помните, она войдет в учебники по пропаганде, в учебники, там, не знаю, в институтах массовых коммуникаций это будет изучаться. То, что мы наблюдали сейчас, это какая-то вот жуткая истерика и кризис, антикриз, вот это вот все схлестнулись. Значит, выходит Путин, ему докладывают, Константиновка взята. Дальше Минобороны Российской Федерации говорит, давайте прекращайте огонь по Константиновке, забирайте своих убитых, солдат ВСУ. Те говорят, ничего никто не захватил, Путин лжет, Зеленский выходит, это все вранье, и начинаются вот эти ролики. Какие-то люди, какие-то бойцы, они представляются, говорят, там кто-то стоит на российском флаге, кто-то на стенке, кто-то у дома, то есть все видят, что Константиновки нет. Нет, там все просто перелопает, они стоят и говорят, мы в Константиновке, мы здесь, мы вот так вот, и куча видосиков. То есть запускается этот флешмоб, типа Путин врет, ему там Герасимов неправильно докладывает, это все вранье, мы еще боремся, деремся за Константиновку. Российские военные выкладывают украинских военнопленных, те говорят, да, я такой-то, такой-то, я в Константиновке, но есть, Константиновка под контролем, но есть нюанс. И тоже таких несколько видео. То есть взятых в плен украинских бойцов, которые вот это говорят, что они под контролем Российской Федерации. И тут начинается вот это вот перетягивание каната. Константиновка наша, нет, Константиновка не наша. Нет, это повторение купянской истории или нет, это вот просто... Вот этого я вообще не понял перед саммитом НАТО в контексте ресурсов и картинки. Настолько ожесточенно это все склесно. Обычно как делается? Пауза берется неделька-две. Можно 2 месяца не признавать, как Покровск, что он пал. Но это все как бы все к этому привыкли. А тут вот прям так схлестнулись. Почему?
Ну, во-первых, саммит в Анкаре, это первый ответ, который, ну, собственно, вы задали вопрос-ответ, это саммит в Анкаре. Нужна картинка здесь и сейчас. С другой стороны, я не то, что думаю, что схлестнулись, потому что объективная информация, давайте откровенно, разведданные, как только взлетает любой самолет, ну, стратегической авиации с территории Российской Федерации, вот это сразу в режиме реального времени говорят, что взлет там стратегических бомбардировщиков, еще чего-то, это есть. Поэтому объективно посмотреть и оценить ситуацию с космоса по поводу Константиновки не представляется, скажем, сложностью для американцев, европейцев и россиян. Ну, откровенно. То есть вопрос это, конечно, вы абсолютно правильно сказали, что это доходит в информационную сферу. Но она тоже будет жить недолго. Если подтвердится, так это опять-таки не на руку Зеленского будет. Потому что проводят аналогии, что Путин приехал, Путин в военной форме. Что он объявил, обозначил, там Герасимов дает или не дает объективную информацию, я полагаю, что здесь преимущество сейчас в информационной сфере, подчеркиваю, на стороне России. Не потому, что я пытаюсь быть над ситуацией. В Украине надо завтра показать картинку. Россия эту картинку ей не дает. Вот и все. И вот эти удары по Украине, они как раз дают обратный эффект, что если Константиновка есть, и продвижение идет в Сумской, там, Черниговской областях, и еще какие-то, да, на фоне Крыма, на фоне ударов по НПЗ в России, все-таки оно затмевает сейчас историю, потому что пошел обратный эффект. И Зеленский на этой волне о том, что мы смотрим вперед, он же попытался спрогнозировать ситуацию на 2 месяца. И вот эта фраза сакральная для него. Кстати, она будет иметь обратный эффект еще раз. Говорит, запомните, выборы в России, а не у нас. Вот в чем дело. Это против него сыграет в итоге. То есть это нужно... И они понимают, что он сейчас, вот, и когда он поедет там, ну не собирался там, вот, когда он поедет в Анкару, но вопросы будут, ему будет он не победитель. И карты опять нужно складывать в колоду и засовывать в дальний ящик. Поэтому вот этой картинки с веером карт у него уже нет. Вот просто мы должны это тоже, Александр, констатировать. И вопрос о том, что Украина может сколь угодно говорить о том, что остается Константиновка, то есть нюансы. И вот в данном случае вот этот информационный эффект, он, конечно, звучит более предпочтительно со стороны России, если мы с вами пытаемся смотреть объективно на эту ситуацию. И для Украины сейчас этот саммит будет не саммит победителя. То есть вот это, что говорите, они должны быть эффект, его должны пролонгировать, этот эффект должны продлить, что вот она задача, вот мы же решаем задачи, мы защищаем Запад, то, что я цитирую вас уже, Александр, цитирую западных, вот мы защищаем, вот наша задача базовая, нанести поражение, вот нам создать условия, по которым выборы будут невозможны, вот создать недовольство в обществе, там моделировать ситуацию перед развалом Советского Союза, еще чего-то. Вот. Все это было, безусловно, тема обсуждения, но появились уже другие нарративы. Все быстро, картинка меняется. Я, наверное, не то, что соглашусь или не соглашусь с вами по поводу, что войдет в учебники истории. Я думаю, что братоубийственная война, она войдет в историю. Вот она как таковая. И в ней победители в особом случае, вот как бы с украинской стороны, там, с российской, я имею в виду, среди людей, там, ну, этого не то, что нет, это трагедия колоссальная. А то, что для украинской власти наступят последствия, я почему-то в этом не сомневаюсь. И полагаю, что эта риторика, которую они вели, еще раз говорю, власть украинская, как и народ, во-первых, для Запада она расходный материал, а народ для Зеленского и Запада тоже расходный материал украинский. Это простая истина. Это не потому, что там какая-то пропаганда и все. Им эти люди не нужны. И вот это вот как бы задача, попытка гуманизации этой ситуации, сказать, прячьте все. Эскалацию войны вы затеяли, чтобы что? Чтобы победить, а победы не будет. И вот удар по Киеву второй за 4 дня как раз говорит о том, что интенсивность будет нарастать. И вот оно, по большому счету, ну, посмотрим еще, я говорю, несколько дней. Если удары по заправкам, по всем, они продолжатся, по критической, как вы говорите, как другие говорят, люди инфраструктуре, то последствия, еще раз говорю, для них это будет просто отложенный эффект. Может быть, дней на 10 попозже, чем в России. Вот я так вижу эту историю. Я бы хотел, чтобы мы вот в контексте вот этого предстоящего саммита НАТО немножко посмотрели на разные страны. Тут Италия выходит и говорит, что, ребята, ну, во-первых, она говорит, не надо санкции вводить против патриарха Кирилла и РПЦ. Ну, это такой сигнал из Ватикана, все четко поняли, откуда идет, скажем так, посыл, ну, на государственном уровне. Но там же какая история? Что итальянцы, что поляки говорят, давайте как-то вот так вот, они не могут свести концы с концами по поводу вот этого,
ну, резолюции вот этого саммита. Это нормальная практика, то есть еще никто не встретился, все обозначили позиции, выписывают документ. Вот как было на Г7. Только Г7 это вот по поводу саммита победителя, саммита не победителя Украины. На Г7 это была вот победа бюрократическая там, Украины. Макрон сделал все, чтобы именно вот так это и выглядело. И там вот это перед Трампом, он там говорит, я папочка, все это видели, эти все картинки. То есть мы видим вот эту историю, и мы видим преддверие истории в Анкаре. А там уже начинают брыкаться партнеры и говорят, а давайте не вписывать прямо, что мы там даем деньги Украине, что мы помогаем. Это уже как бы противоречит сути альянса. Г7 это Г7, это типа 7 стран, да, там, вот эти все. А вот тут это уже немножко коллективная история. Давайте как-то, тем более, что все видят, что Трампу не понравится вот этот момент. Если в Г7 это еще могло прокатить, то на саммите военного альянса писать о том, что мы даем 70 миллиардов Украине и, в общем, дроны покупаем, это уже не то пальто. И вместе с этим поляки, они вообще пошли дальше. Этот министр обороны Калиняк-Камыш, он говорит, вообще мы рассекретим данные о том, что мы вообще чем помогали Украине. Для людей, думающих, знающих, которые разбираются в геополитике, международных отношениях и вообще, в принципе, понимающие суть вопроса, это сенсационное заявление. Это атомная бомба информационная, которая разрывается прямо на наших глазах. То есть страна, основной хаб с 22 года всей помощи, всей абсолютно. Это дальше там немножко румыны уже стали, там Одессу, эти зерновые коридоры, опять там сторговались там с турками, посредники, мы это все помним. Но основа основ с самого начала войны это была Польша. И если они правда рассекретят какие-то данные, можно вообще будет понять, что это за война. Можно на самом деле взять и оценить это в историческом масштабе по-другому. И Польша на это идет. Почему? Смотрите, допустим, все, что присылали, это все видно на линии фронта, давайте так. Может быть, не атомная, но фугасная, да. Но вопрос, Александр, я сразу задаю там, если вы хотите стратегически, вот мы давайте поднимемся еще дальше, посмотрим как бы сверху на эту ситуацию. Во-первых, какие последствия? Для меня ключевой вопрос, вот как для социолога, как человека, занимающегося политикой много лет, вопрос. Не заявление, не белый шум, не какие-то там выпученные глаза, как в индийском кино. Для меня последствия политические решения, которые будут для Украины, которые будут там для Польши, которые будут для Европы. Пока я думаю, что это, скорее всего, может быть скандал, связанный там с поставками, там, кто не хотел бы светить свои, как говорится, прямые поставки. Но мы также знаем, что болгары поставляли, что словаки, что чехи поставляли, что румыны. Неважно. Любая страна, это все уже имеется тут в истории. Но с другой стороны, что может быть важно? Я уже вам говорил и повторю еще раз. Тренд польский, я не зря много лет занимался этим вопросом, будет иметь идти по нарастающей. Поляки поднимают ставки в борьбе с Украиной за свое прошлое и за свое будущее. И в настоящем они будут корректировать повестку. Это пора понять, принять и, собственно, не думать, что это будет как-то съедет. Поляки закусились очень серьезно. Они с Бандерой, то есть можно было в 22 году вот эти все вещи и до 22 года закрывать глаза. Но где-то что-то сломалось. Где-то что-то сломалось. Еще раз говорю, я в некоторых случаях не ищу какого-то глубинного сакрального смысла, какого-то там замысла офигительного. Там получается иногда простота, которую вы потом, знаете, обожествляем порой, или какие-то там решения такие спонтанные, они становятся там какой-то чуть ли не глубинной мыслью, которая там долго вызревала. Иногда вот эти вещи, они имеют накопительный эффект, потому что, в принципе, для поляков глубоко неприемлемо, и они, как люди, знающие свою историю, уважающие и ценят его, последствия для ООН-УПА, они и раньше бы не были, скажем, они бы к этому вернулись. А сейчас тем более. Значит, что, какие последствия? Первое. Поляки поднимают ставку в борьбе с Украиной. ООН-УПА не будет.
Либо поляки тут на компромисс на этот не пойдут, здесь не будет уже решения, уже население пошло, оно вовлекается в этот процесс, а у поляков выборы. У Навродского 8% роста рейтинга. Даже там Сикорский или те, кто хотели бы быть более лояльными, скажем, там, с Украиной делать заявление, все равно идет вот эта отмена орденов. И она затронула уже, вернее, отказ от орденов, она затронула уже Чехию, она затронула уже других политиков. И я думаю, что поляки, мало того, что они поднимут этот градус, поляки будут еще давить на Украину. И вопрос о том, что может Зеленский обижаться и ездить из Киева в Кишинев или из Жешува, все равно Жешув хабом останется для войны. Но вопрос для Зеленского остается, не для Украины. Это мы себе почему-то придумали, что Зеленский, которому чужда вообще как бы и украинская идентичность по факту, и он УПА, по идее, должно даже в силу этнического происхождения быть. Это важно понимать, что он не может быть драйвером этой истории. Пантеон — это не его. И речь идет сейчас не об Украине, а о его политическом будущем. И вот здесь, если посмотреть под таким углом Александра, то для него сложные времена наступают. Полякам неприемлемо. Это не значит, что они перестанут там бороться с русскими. Хотя, опять-таки, разговоров много идет. И если вот мое мнение абстрагироваться от этого, с поляками нам легче договориться. По многим позициям. В том числе и по Легче, Украине, чем с кем? Чем с Украиной, естественно. Потому что поляки... Подождите, а кому нам тогда? Не, легче с поляками, чем с кем? С поляками, во-первых... Чем с россиянами украинцам договориться? Конечно. Или с кем? Или россиянам легче с поляками договориться, чем с украинцами? Полякам, смотрите, всем людям, которые хотят решать вопросы по украинскому, легче договариваться с поляками, с россиянами, но не с Украиной. Там нет субъектов, с которыми можно вести переговоры. А поляки в силу определенных причин, почему в украинской повестке пошло, что типа поляки разгоняют русские нарративы. Да ничего они не разгоняют, у них своя история, они смотрят по-своему на эти моменты. Но они сейчас полностью совпадают, потому что наступил тот момент, когда с этими делами вы в Европу не пойдете, потому что этот пантеон, это милитаризация сознания, это люди, которые чужды польской вообще не то что идентичности, а видению политического будущего отношений с Украиной. И вот в этом случае, еще раз говорю, я иллюзий не строю, но один из шансов посмотреть на то, что в диалоге о возможном мире, что если мы говорим уже денацификация, о которой там многие говорили, что нет, вот показалось, что страна, которая имеет вес в Европейском Союзе, в НАТО, она говорит о том, что это наследники нацистского прошлого. И то, что на Украине еще лет 15 назад этого прошлого, это было в зоне статистической погрешности. Я вам как социолог об этом говорю. И не было это ни пантеон, ни идея для подавляющего большинства граждан Украины на Востоке и на Западе в том числе. Сейчас мы видим о том, что будет очевидно, на мой взгляд, если мы пробросим мостик вперед, что этот демонтаж, он очевидно обязательный. Но тогда он будет очевидно без Зеленского уже. Понимаете, о чем речь? Не сейчас, не он же привязался к Украине. Это же Украина, это наша история. Но не ваша эта история, ребята. Ваша история — это Миндич, деньги, которые вы украли. Вот это их история. А речь идет о том, что о будущем. И поляки здесь, еще раз говорю, здесь две вещи очень серьезные. Поляки с украинцами очень плотно общаются, они вовлекают их в свою жизнь. Карта поляка, участие украинцев в жизни экономической, там разное, там не все так очень плохо уже. А с другой стороны, вот этот глубинный негатив к Украине как таковой, о чем сейчас говорят и польские опросы, и многое, то есть он сохраняется. И поляки с этим живут. Нравится кому-то это или нет, это вот та реальность. И сейчас они понимают, что русские у них враги, а потом оказывается, а что русские враги-то? Вот наше прошлое. Это люди уничтожили 50 тысяч там, или 100 тысяч наших земляков. Это же данные института, тоже Польского института памяти поляков. И вот здесь, Александр, вот мы просто сделаем с вами вывод, что поляки — это не с Украины, это, возможно, с политическим руководством Украины. А вот здесь могут быть разговоры в кулуарах о том, а зачем нам такая власть? Мы хотим воевать с русскими? Ну, давайте воевать. Но вот с этими историями, ну, давайте как-то другое. В Евросоюз с Бандерой вы не пойдете. Это тоже очевидно. И поляки имеют вес. И поляки имеют возможности. И это не учитывать нельзя. Вот так вот я себе вижу ситуацию. Подождите, ну о каком Евросоюзе может идти речь? Ну, вот если адекватно. Ну, давайте так. То есть о каком Евросоюзе? В роли кого? С чем? Я понял.
Ну, вы же, и все четко себе отдают отчет. Опросы показывают, да, мы хотим в Европу. Вы рассказали о предмете и сути, контексте этих всех опросов, которые дают. Но давайте тоже. Во-первых, украинцы уже много знают о Евросоюзе. Во-вторых, идти в Евросоюз, чтобы что? Чтобы потом абсолютно спокойно этих с паспортами украинскими, которые станут европейскими, этих всех мужчин и всех на свете погнали назад. Но это ведь тоже механизм нормальный. Они же сидят, вот это все обдумывают. Об этом еще и объявляют, что там посол в Германии вот посидел, пообщались с немецкой стороной, как сделать так, чтобы вроде как и сохранив лицо, не нарушив никакие вот эти все конвенции и все остальное. Ну, поляки уже давно идут по этому пути. У них там есть вот это, ну, вот то, что вы говорите, там карта побуту, все дела, да, а есть вот эта вот защита с графой «Укр», ну, вот это вот. То есть она как бы европейская, да, но она вроде как... И вот они спокойно берут там любое нарушение, там, плюнул не туда, бычок выбросил не в ту степь, они сразу, опа, все, депортация, раз депортация, раз депортация. Но не делают это точечно, это, понятно, явление такое немножко дисциплинирующее, но тем не менее. То есть, но поляки поляками идут же дальше по этому пути. И вообще вот этот как бы путь Украины в Евросоюз, он же и рассматривается под этим углом в том числе. Украинцев много в Евросоюзе. Достаточно много, чтобы из них через сито проводить новый, как это, пушечный потенциал, я не хочу говорить мясо, ну, для того, чтобы условно пойти на вторую серию. Я просто вижу, опять-таки, если объемно и стратегически масштабно посмотреть, что сейчас очень нужно уговорить, давайте назовем это так, да, Кремль на локальную, пускай даже там год, два, три, пять паузу, да, для того, чтобы все вот подвести итоги войны, все дела, а потом вот как бы и начать заново. Ну, давайте так, ну, столь длинное прогнозирование, наверное, не для сейчас. Европейцы могут себе позволить. А я буду спорить. Вот смотрите, все говорят, вот кто там, опять этот, вот Франция, например, да, Франция, Олланд опять вылез, ну, скажем так, по своей партийной линии, то есть вспомнили, что был такой Олланд, и он даже там этих всех, ну, других оппозиционеров, и, в общем, перещеголяет. То есть там интрига закрутилась. Но у них там четкий план продолжения власти Макрона. Лагард из МВФ, из банка европейского, из ЕЦБ, она уже там клинья подбивает. То есть, смотрите, мы когда анализируем там процессы в Европе, например, там Германию и АДГ, например, да, или там Францию и Ле Пен, ну или каких-то оппозиционеров, но погодите, у действующей власти тоже есть преемственность, и она там тоже будь здоров. То есть вместо Макрона они сейчас изберут Лагард, там Мерца скинут, поставят какого-нибудь там другого, Писториуса там тоже обсуждают. То есть у них тоже есть план, поэтому диапазон в 3-5 лет это вполне объективный диапазон для вот этих элит, которые сейчас у руля Европы. Вы знаете, я думаю, что для них-то да. Я хотел сказать, продолжить, что для Украины это очень слишком долгий временной лаг. Он, скажем, измеряется там годами, здесь несколько месяцев, может быть, перспектива. Вот я так вижу. А с другой стороны, почему мы не замечаем, что происходит радикальная смена поколений? Я об этом уже говорил, я вам говорю, что придет новое поколение. На Украине оно уже пришло. Мы понимаем, что будущую политическую жизнь будет делать точно не те люди, которые были в 2013 году в парламенте украинской. Даже половина из них не будет, которые в парламенте 2019 года, который не переизбирался. Новое поколение, поэтому вот здесь короткий лаг, временной такой. Это молодых время. И это будет в Европе происходить, это в Штатах будет происходить. Рано или поздно. А система, я с вами соглашусь, она останется. И она останется по-прежнему такой. Поэтому давайте разделим долгосрочное планирование европейцев и краткосрочное планирование выживания для украинской элиты, и кто останется на месте, в каком статусе, в каком ключе. И еще раз говорю, что идеологические концепты, очевидно, придется менять. Для России вот эту передышку, вот эту паузу, очевидно, придется делать. Я не зря какой раз уже говорю, что здесь можно цепляться за общие темы, связанные с тем, что какой мы видим Украину. Если это демилитаризация, то она без идеологии бандеровской, даже для поляков. Мы еще раз говорю, я только цитирую их. Для них это неприемлемая будет история. И значит, носители этой идеологии, как это дико бы не звучало товарищ Зеленский, но он их не устраивает в этом ключе.
Кто-то другой будет эту историю решать. И кто-то по-другому будет здесь обозначать, кто, кому и как будет управлять этой страной. И в каком статусе, в каком режиме, в каком ключе. Если дальше будет процесс милитаризации, как вы правильно сказали, европейцев, нужно там 3 года для и вы видите, они достаточно быстро без Соединенных Штатов снабжают Украину и создают проблемы для России, в том числе увеличив там количество производства беспилотников, и причем за довольно короткий промежуток времени. Они обеспечивают полностью логистику топливом, потому что в России это собственное производство, а в Украине все привозится из-за кордона, потому что тут собственного производства практически нет. И поэтому потребители ресурсов, потребители денег, они остаются там. Теперь по людям. Я считаю, что опять-таки, не то чтобы я с вами, у нас нет споров, мы просто по-разному смотрим немножко на тему. Пока не будет политических решений, да, украинцы есть, лояльные власти есть, но не только как мясо. Но те люди, которые в случае мирных переговоров, когда это действительно ситуация подойдет к какому-то, если хотите, на этом историческом этапе логическому завершению, предположим, без эскалации, как один из вариантов, то это будут именно те люди, которые будут обеспечить мирное сосуществование с Россией. А как вы понимаете, эти люди быстрее договорятся с Россией, если в этом будет такая необходимость. Просто пока на повестке дня, Александр, если четко ответить на ваш вопрос, я пока не вижу ни вопросов, связанных с массовой депортацией. Люди побегут, и люди будут приспосабливаться. Ни одно поколение украинцев уже живет там. И я думаю, что найдутся какие-то ниши и в Португалии, и в Греции, и где там еще куда-то они там поедут, хоть в Албанию, понимаете? И будет там куда деваться. И не все не пойдут в армию. Далеко не все. Поляки уже пытались сделать. Вопрос заключается в другом. Что делать в будущем с украинской властью, которая сейчас и с войной с Россией? Будет эта война продолжаться без Зеленского или с Зеленским? Раз. Второе. Кто будет альтернативой ему? Это два. В каком случае будут развиваться события, если будет передышка, на которую согласится Россия? Какой статус будет Украины? Это три. Как будет возвращение к политическому процессу? Это 4. Потому что возвращение к политическому процессу без демонтажа милитаристской системы, которая сложилась на Украине, это риски для поляков в том числе. Потому что если мы с вами читаем и очень внимательно следим за польской аналитикой, люди понимают, и об этом говорили не единожды, после таких войн взрыв преступности, и если открываются границы с Евросоюзом, опять-таки это поддержка ваших слов о том, что какой Евросоюз сейчас? Миллионы вооруженных людей, имеющих опыт и будущие, которые не удовлетворены, потому что их задача, им сказали, они в Кремле будут. Или на Красной площади будут на танке. Они будут пить кофе в Крыму. Эти люди будут там отсекать себе часть Харьковской, что там еще, Ставропольского края, часть исторической Украины. Эти люди в этом нарративе живут. И эти люди с этим не согласятся. Этих людей надо вытаскивать. Подождите, давайте тоже. Эти люди... Их тоже надо вытаскивать с этого нарратива. И это делается не так долго, как кажется. И понятное дело, что с ПТСР... Но это нужно сделать. Пока движение в сторону эскалации. Пока нужно остановиться, а потом сдать назад. В политической жизни, Саша, по-другому не бывает. Бывает. Я не знаю, я сколько, полжизни точно любил футбол. Я любил футбол полжизни. Но я понимаю, что бывает вообще все. Начиная от такого провиденческого, как там еле-еле аргентинцы вырвали победу у Кабо-Верде непонятного, да, которое вообще там просто... Начиная с того, что Трамп приказал отменить дисквалификацию за красную карточку футболисту. Это скандал лютый просто. ФИФА в шоке, но это делает, потому что Трамп лично попросил. УЕФА осудила ФИФА. У нас такой, понимаете, просто какой-то... Бывает все. Бывает так и по щелчку, и против всех правил. И, понимаете, и человек, получавший за явное нарушение правил, красную, абсолютно заслуженную, без всяких он выходит на следующий матч, отменяется дисквалификация. Понимаете, в чем дело? Мы живем в мире, который... И опять-таки, мы говорим, например, я редко замечен в таких, скажем так, речах и в таких каких-то оправдательных моментах. Смотрите, все такие рьяные, все такие прям, не знаю, там, националисты, такие все завзятые украинские бойцы, но все там люди, и с ними надо разговаривать.
И они все прекрасно понимают. Те, которые воюют с оружием в руках, у которых на руках кровь, у которых на руках, ну, те, которые на передовой. Эти все дроноводы, понимаете, эти все штурмовики, вот эти все прошедшие через Скелю, через всякие другие скандальные вещи. Там тоже люди. Вот эти бусифицированные, которых там выжили, пройдя через сито ТЦК и попадают на фронт и воюют, потому что у них за спиной эти издевательства, эти все пресс-хаты и все остальное. Они, все говорят, вот они все там с таким опытом, они опасны. Они, наоборот, могут помогать в ситуации безопасности, они наоборот могут помогать наводить порядок, они наоборот могут помогать наказывать уродов, которые у них же крали их сухпайки, понимаете, и вот эту еду. Поэтому тут тоже нужно как повернуть и как развернуть ситуацию. Что вот вы думаете по поводу этого? А у меня с вами нет вообще никаких, скажем, противоречий. Вы абсолютно правы. Потому что та часть бусифицированная, как говорите, это огромный пласт людей. Я говорю, просто те, которые сейчас заточены на войне. Если эта вертикаль есть, пока есть эта и группа людей, которые представляют риски для Украины в целом, как вот, ну, как криминальная составляющая после войны, так и для Европы в частности, потому что это перенос на страны Европейского Союза. Здесь, я думаю, логика вполне понятна. А то, что внутри будет большое количество людей, которые будет ТЦКшников ловить и с ними делать нехорошие вещи, вот мягко говоря, да, их много. То, что на фронте будут сводить счеты, те, кого унизили, кого это, безусловно, это тоже так. Саш, тут нет противоречий. Тут есть вопрос, а что будет дальше, в каком ключе? Сейчас вот для Украины вопрос. Мы же опять-таки возвращаемся к демографии. Замещение населения, уже когда говорят, это жуткий, страшный социальный эксперимент. Сколько нужно там бангладешцев, там, индусов, я не знаю кого там, 3-5 миллионов. Это же уже не фигура речи, это моделирование ситуации в стране, в котором половина населения пропала, вот сейчас замещать другими людьми. Это может быть как вариант? А какие последствия, мы до конца не знаем. Может вообще изменится ландшафт политической жизни. Социальная жизнь такова, еще раз говорю, что инерция, вот я говорю, по мановению волшебной палочки не получится остановить. Пока идет эскалация, пока объявили, что мы побеждаем Россию, пока там выборы в России, а не на Украине, пока этот еще тренд живет. Но обратка, с чего мы начали эфир, даже не обратка, а другая реальность, с которой столкнулась Украина, Киев, вот она налицо. И европейцы тоже понимают, для них мы туземцы. Вот пора понять всем, с той и с другой стороны. Нам договориться придется, если мы хотим выжить как этнос в целом. Все вместе. Иначе нас не будет на земле просто. Вот это самая, наверное, базовая вещь. Нас осталось мало, и нас все меньше становится. И вопрос, касающийся, Саша, того, что как они будут решать, будут помогать, конечно, будут. Не все так лучезарно, но есть политические решения, которые останавливаются. Краник, он находится в Европе. Краник денег, краник оружия, краник на цвет информации, краник Старлинков и все. Он находится там. И существование этого государства зависит от этих краников. Других там нет. И вот здесь, конечно, может быть последствия какие-то. Все. Как будут решаться вопросы? Каково будущее? С какой идеологией? Какой статус государства? Если бы предложили мне поговорить об этом, вот эти вопросы базовые. Если мы начали и продолжили, вернее, разговор о том, что с идеологией Бандеры, говорят, поляки, не будет, я не думаю, если они сойдут с этой историей, то это поляки, значит, проиграли. А им в этой ситуации не резон проигрывать совсем. Им это не нужно. Они обозначили четко свою позицию. И это тогда изменения могут быть или с Зеленским, или без него. Если Зеленский пойдет на эти уступки, то это проиграл Зеленский. И вопрос там, что там пишутся, они пытаются на мягких лапах съехать, что Федоров до конца не провел. Ну что, уберете вы Федорова? Это не решит задачу, потому что название, ну хорошо, мы убрали на какое-то время. Ну, можно съехать, тогда это проиграл Зеленский. Тогда его вот этот пантеон, тогда вся эта его конструкция, она не очень жизнеспособна получается, понимаете? Можно съехать, еще раз говорю, вариант, я так понимаю, они ищут какую-то лазейку, чтобы съехать. Но не получится сейчас это, не получится. Потому что за этим действием последует другое. Что вы хотите дальше? Какую, в конце концов, вы хотите иметь? Какое будущее для Украины? В каком статусе должно быть? А то, что поляки сказали, мало Украины. Вот сколько лет я говорил... Мало Польша, да. Мало Польша, извините. Да, мало Польша. Сколько лет говорил, что они придут за своим. Ну неужели это было непонятно до второго Майдана? Закон о
Законы, скажем, о карте поляков, туда вовлечены миллионы людей, и эти люди будут управлять будущее, если повернется ситуация, она изменится на Украине. Вот какой риск большой. И вопрос, когда страна получает такие проблемы, то для поляков это важно, потому что это их видение будущего. А с этим будущим у них не может быть лояльного населения. А лояльное население нужно для этих регионов Украины. Вот так я, Саша, думаю себе. Евгений Копатько был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо всем. Всего доброго. До свидания. Да, друзья, спасибо, что посмотрели это видео. С чем согласны, а с чем нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Берегите себя и друг друга. Добра и света, несмотря ни на что.